Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля на сегодня. Но смотрите, сегодня будет самый короткий обзор по одной простой причине, потому что я вас предупреждал, что на этой неделе у нас фактически никаких как бы больших важных таких событий не будет. Можно сказать, финансовый год уже, можно сказать, подходит к концу. Ну и, соответственно, уже какой-то такой серьезной статистики, которая могла бы повлиять сильно на курс доллара-рубля, кроме таких событий, как, например, там, объявление ответа России по поводу тех же потолков цен на газ, да, может быть, какие-то ситуации с СВО там, и так далее. То есть какие-то такие более форс-мажорные обстоятельства, вот они как-то могут еще повлиять. А в целом вся статистика, вот осталась у нас еще вот в пятницу первоначальной заявки на пособие по безработице США. Ну и то, я не думаю, что это прям сильно как-то окажет влияние. Поэтому, в принципе, сегодня я просто подведу итоги сегодняшнего дня. Напомню, что сегодня Америка не торговалась вообще, у них Рождество, и поэтому волатильность была крайне низкая. Я вас, в принципе, об этом предупреждал. Ну и вот смотрите, мы еще перед этим, да, вот 26, ой, простите, сейчас, секундочку, да, 26 числа, это сегодня уже, да, фактически, ну, перед этим мы находились на 68, да, и вот сейчас поднялись немножко на 69,29 сегодняшним днем, да. Если мы посмотрим на Форекс, то у нас как раз те же 68,25. То есть это говорит о чем, господа? Что в принципе мы соблюдаем вот этот самый коридор, про который я вам говорил. Вот он, этот сильный уровень, 68, да, здесь у нас, кстати, котировки пока не поменялись особо, да. И, собственно говоря, не выше 70, как я вам и сказал. То есть 68-70, так как не удалось все-таки пока пробить за 70, да, и выйти, соответственно, в диапазон 72, там, 71, потому что там тоже сильные сопротивления, то, собственно говоря, вот этот 70 стал пока потолком, как я вам писал перед этим, и 68 полом. Это, в принципе, сейчас так и демонстрируется. Если мы посмотрим по непосредственно вот этому коридору, да, у нас по волатильности, то мы как раз и увидим то, что 68 это является как раз середина годового коридора, 69-30 это верхняя его зона, а 71 это уже следующая зона волатильности. Но вот в принципе в районе как раз от 70 мы видим, что здесь у нас, естественно, мы здесь уровни их не видим, потому что мы видели это и на предыдущем графике, а здесь мы просто видим зону волатильности, скажем, до какого предела он может здесь доходить. И вот получается от 69 как раз до 71. А уровень у нас сопротивления находится на 70. Вот мы, в принципе, это и видим. Сегодня, по большому счету, не было никакой статистики ни по нефти, да, которая тоже могла бы оказать какого-то влияния, ни, скажем так, каких-то политических серьезных заявлений не было. Поэтому сегодня, по большому счету, можно сказать, более техническое было хождение валют. Завтра, скорее всего, после выхода с Рождества волатильность может увеличиться, но не думаю, что очень сильно. Поэтому, скорее всего, пробежимся, давайте по прогнозу на следующий день, условно говоря, да. Значит, по доллару-рублю опять остается такой же диапазон пока от 68 до 70. Надо на самом деле понять непосредственно, где все-таки у него окончательно будет, скажем, балансовая цена. Вполне вероятно, что она где-то в районе 69 будет, как вот середина, грубо говоря, этого диапазона. Да? По евро. Тут тоже картина сильно не поменялась. То есть вот 72-73. И, кстати, по-моему, если мы сейчас посмотрим вот здесь на Форексе, да, там тоже будет это наглядно видно, что этот диапазон остался ровно тот, который я вам сказал. Да, 72-67, вот смотрите, да. Это как раз укладывается в концепцию в районе 73. Вот 73, а уровень поддержки сильный на 72. Но если мы посмотрим по коридорам, да, то евро у нас как раз 73 соответствует середина годового коридора. И, соответственно, нижняя зона, если он его не удерживает, да, а мы видим, что по Форексу у нас получилось, что мы находимся в районе 72-67, то есть уже 73 мы, можно сказать, намекаем, что можем не удержать, то тогда, собственно говоря, есть риски все-таки опуститься в район 70-го. А если мы посмотрим вот здесь, то мы увидим, что технически как раз в районе 72 довольно серьезный уровень поддержки, что говорит о том, что, скорее всего, ниже 72 сильно уходить мы не должны. Поэтому диапазон, который установится, скорее всего, по евро, это от 70 до 2, да, от 72 и не выше 76.
Вот такой, скорее всего, сейчас будет диапазон. Вот по юаню, господа, да, здесь тоже я сейчас подключил непосредственно такой вот график, да, чтобы видеть непосредственно, где уровни у нас не просто волатильности, а непосредственно уровни сопротивления и поддержки. По юаню картина выглядит следующим образом. 10.20 сильное сопротивление и 10.40. А поддержка в районе 9.9. Ну и самые просто очень сильные это в районе 9.4. Поэтому если мы посмотрим вот здесь тоже по коридору, то мы увидим, что как раз середина годового коридора это в районе 10.04. Следующая зона волатильности, то есть верхняя граница в районе 9.3. А уже непосредственно зона следующей волатильности уже на 10.50. То есть это уже над годовым коридором, скажем так, уже в фазе расширения. То есть если волатильность будет продолжать расти. Да? Ну и, соответственно, нижняя зона как раз годового коридора в районе 9,8. И мы по большому счету понимаем, что, скорее всего, закрепление произойдет по юаню не ниже однозначно 9,4, вероятнее всего в районе 9,9-9,8, вот в этой зоне, и не выше 10,2. То есть, скорее всего, 10,3, 10,4 пока на данный момент может не быть. Но надо учитывать, что здесь еще ситуация, конечно, с ковидом, которая тоже постоянно по-разному посылает сигналы. Где-то начинается разговор о том, что вроде как начинает ситуация улучшаться. И, собственно говоря, начинает сниматься все больше мер, скажем так, ограничений. Но теперь уже существует еще риск такой, что в связи с праздниками очень многие поедут друг к другу в гости, и это может увеличить резко заражаемость. Поэтому тут как бы события еще могут тоже преподнести определенные сюрпризы, об этом надо не забывать. В целом, смотрите, значит, по облигациям картина особо у нас сегодня не менялась, потому что торгов не было. По 3- и 2-леткам, и по 10-леткам. По 2-леткам мы так и остались в районе 4,3, понятно. А непосредственно по 10-леткам в районе 3,7. Индекс доллара, естественно, сегодня у нас особо не демонстрирует каких-то движений, потому что по факту, вот видите, он абсолютно тонкая свеча, потому что, по сути, не было никаких сегодня торгов. Скорее всего, конечно, так как мы все-таки находимся, кстати, в верхней зоне, вероятность того, что доллар пойдет на укрепление, ну, опять же, в достаточно ограниченном, скажем так, диапазоне, это вполне возможно. То есть, например, до 104,5, как вот он в последнее время ходил, так это вполне может и быть. Надо не забывать, господа, начались фактически праздники. Ну и по нефти, смотрите, 84,5, да, то есть постепенно нефть пытается вернуться в район 92-94, как я уже говорил. Ну, пока это маловероятно. Но события, которые, например, ответа России, может быть, там, на потолки официальный, да, он, конечно, может к этому подтолкнуть. Так что, в принципе, господа, сегодня больше ничего такого не было. На завтра, еще раз говорю, настраиваемся на диапазоны, которые, в принципе, пока удерживаем. Маловероятно, что мы сейчас начнем пробивать какие-то как раз вот те потолки, которые установились. Ну, потому что, во-первых, идет все-таки продажа, скажем так, экспортной выручки непосредственно экспортеров в налоговый период. Ну и плюс, скажем так, в самих валютах, которые противовес рублю, да, то есть юаню, там, в евро, в долларе, как таковых каких-то серьезных драйверов событий пока не возникает. Возможно, какие-то манипуляции и фактически, скажем так, чистые спекуляции. Вот только в таком виде. А так, чтобы конкретно что-то такое могло сильно повлиять, крайне маловероятно. Ну и вот, кстати, обратите внимание, между прочим, что у нас и по фьючу, да, здесь было тоже, сейчас покажу. Но вот смотрите, даже вот по евро-рублю, по фьючу, да, намекает на некую коррекцию, как раз в виде четвертой волны, да, которая непосредственно на 69. По доллару, да, если мы посмотрим, вот здесь, кстати, у нас евро был, здесь, значит, доллар оставим. Здесь тоже картина такая же, тоже намекает на коррекцию в район 64,5, ну или чуть повыше, в районе 66. Но вот 64,5, я вам говорил, это как раз те самые уровни, где я и ожидал, что все это, в принципе, укрепление к этому, на этот год должно было закончиться. Поэтому мы видим сейчас картину несколько иную. Выскочили мы выше, в район 73, там поднимались, да, а закрепление идет уже на 68. То есть вот этот сценарий четвертой волны, честно говоря, я в него уже не верю, потому что не просто так был вынесен курс для того, чтобы
выйти за 68. И мы видим, что 68 мы удерживаем достаточно уверенно. Ну, посмотрим, господа. Завтрашний день покажет непосредственно, как вот, как говорится, после возвращения с праздников, какая будет волатильность, возрастет она, нет, насколько сильно. Ну и, собственно говоря, завтра мы это все увидим. Завтра я запишу, естественно, новое видео. На этом, господа, я заканчиваю. Еще раз напоминаю, что те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций, Trade Analytics. Участвуйте также в прямых эфирах, они у нас тоже проходят каждый день. Ну и, собственно говоря, следите за нами, потому что, естественно, в конце недели, в пятницу, мы подведем итоги фактически всего года, а в воскресенье я буду записывать, ну не знаю, как на этой неделе, наверное, может быть и не будет смысла, потому что будут праздники, но, скорее всего, в воскресенье я дам такой все-таки небольшой обзор, что нас ждет впереди в следующем году, ну и, собственно говоря, как это может повлиять, естественно, на курс доллара-рубля. Поэтому следите за нами и подписывайтесь и будьте в курсе.